Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Imminent Victory. На нижней позиции Бойко, супероружие США. Сверху Vivid, стандартная армия Китая. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Несколько дней назад прошел челлендж между Вивидом и Бойко. Призовой фонд 100 баксов и до 7 побед. Обратите внимание на то, что Вивид играет без клан-тега ООЕ. Может быть, элитный орден потерял одного из своих топов? Вопрос, конечно, интересный. Вивид вернулся после мировой серии, разбил Экскала со счетом 7-3, одолел Маракара со счетом 7-4, а теперь на очереди Бойко. Счет на данный момент 5-0 в пользу Вивида. Сможет ли красная машина взять игру в свои руки, мы с вами сейчас и увидим. Ну что ж, понеслась. Два саплая, военный завод, электростанция и казарма от СВГ. Спамится первый хаммер, ракетчики, и Бойко в скором времени поедет сражаться. Что же касаемо Вивида, Вивид готовит, я так понимаю, захваты вышек. Красногвардейцы уже под вышками стоят. На вышке справа как раз таки сейчас красногвардеец добегает, слева уже готов, ждет, когда захват будет изучен. Два саплая, военный завод, электростанция и казарма от китайца. Ну и опять же, кстати, третий саплай на центр уже Вивид дает. Направо приехал хаммер и уничтожил красногвардейца. То есть захват уже справа-то у Вивида не состоялся. И хаммер пошел в центр. Можно, в принципе, начинать бить здесь. Саплтраки, кстати, здесь есть также и строитель, но есть гатлинг плюс ракетчики. И хаммер будут, конечно же, сейчас встречать. Хаммер останавливается. Вполне возможно, что сейчас он будет потерян. Да, все верно. Хаммер минус и минус один ракетчик. Гатлинг был уничтожен, ракетчики идут вперед, ну и можно на лазерлоке, кстати говоря, брать. Слева, кстати, был также потерян Гатлинг, хаммер здесь работает, и Бойко ставит Эми Патриот. Слева будет патриотиться все же нижний боец, наверное, уходить в оборону, ставить статек-центр и Альфа Авроры заказывать, я так полагаю. Ракетчик уничтожил Саплтрак, и, кстати говоря, похоже, что да, все верно, вот он дозер, есть хаммер, и хаммер просто сейчас этот дозер уничтожает, и все, и минус один строитель у верхнего бойца. Остается только один, и он как раз-таки сейчас возводит филд. Что же это будет? Миги, а может быть даже и Хеликс мы увидим. Узнаем, естественно, позднее. Минус ракетчик. Ракетчик был высажен, видимо, сейчас из хаммера, но есть гатлинг, и гатлинг ракетчика ликвидирует. Начинается захват вышки слева. Дождался все-таки Вивид изучения захвата. Ну и направо также пехота пошла. Здесь есть красногвардеец плюс ракетчики, я так понимаю, будут прикрывать. Все-таки Вивид будет пытаться эту самую вышку-то захватить. Ну и летит Чинук. Чинук, конечно же, будет не пустой. А там, похоже, что сидит хаммер сейчас на данный момент. И дроп этого самого хаммера под саплай. Пробивается Саплтрак и пытается Бойко Вивиду срезать сейчас экономику. Справа также хаммер работает по пехоте. Пытается тут отменить захват. И слушайте, удается на лоу хп. Буквально хаммер здесь выживает. И отмена захвата. Минус Саплтрак. И здесь есть БТР с пехотой. Пытается здесь как-то Вивид Бойку прогнать. Плюс появляется Хеликс на карте. И Бойко отступает. И хаммер причем остался жив. И также сейчас летит в Чинуке на базу. Хаммер очень каленый также возвращается от вышки. Отменил захват. Есть два гатла, которые этот хаммер сейчас отгоняют. И, кстати говоря, Бойко выучил апгрейд на ракеты ТОУ. Еще два хаммера, даже три добавляются. И пытается сейчас Бойко принять гатлинги. И не совсем удачно, на мой взгляд, залетает, теряет джип один за другим на лазерлоке, на Хеликс. И Хеликс пытается высадиться, но падает. Упал все-таки Хеликс. Не скажу, что он прям сильно что-то тут как-то решил. Мне кажется, он вообще себя никак не отработал. И просто сейчас погиб. Вивид, конечно, тут, мне кажется, все-таки ошибся с выбором. Потеря такого дорогого юнита, полного пехоты, это, конечно, грустно. Справа Эми Патриот также стоит, слева Эми Патриот, напоминаю. То есть сейчас уже по флангам есть защита, а тут готовится атака. Два БТРа с пехотой, два гатла, ракетчики также идут вперед. И три хаммера от Бойки поехали. Явно есть пехота в виде рейнджеров. Рейнджеры с изученными флешками просто сейчас уничтожают пехоту в зданиях от Вивида. Пробивается Саплтраки, а на пути дозер. На пути дозер, и Бойко все-таки достигает своей цели. Да, и все, и минус строитель. Все.
Вивид больше не сможет развиться. Вот это все, что у него осталось. Но тем не менее, Вивид-то идет вперед. Вивид сломал Эми Патриот, но почему-то отступает. Может быть, хочет как-то попробовать защититься на базе. Там пробивается последний, первый и единственный военный завод. Сейчас пытается как-то Вивид, конечно же, тут отбиваться, но мало юнитов на базе. Выходит Гатлинг, лазерлок, Гатлинг минус. Пехота также с казармы вся минусуется. Военный завод, по всей видимости, будет потерян. Вивид больше не сможет спамить технику. Выходит Миг, но Миг по-любому без напнения, с изученным напалмом. Может быть, ему сейчас удастся часть пехоты уничтожить, и уничтожается. Но и Миг также был потерян, блокируется казарма, и также подходит Хаммер и блокирует сейчас Филд. Но и Вивид-то на месте не стоит, он заходит на базу к Бойке сейчас. Блокируется казарма, очень много пехоты, и отступает Бойка, кстати говоря, подальше. Под прикрытием Хаммеров вводит свои дозеры, и пробивается электростанция. Сейчас Эми Патриоты просто отключатся, чинуки также уходят. Ставится электростанция, и уничтожается казарма. Ну и, естественно, будет уничтожаться и военный завод, но Бойко решил его распродать заранее, а тем временем Бойко уничтожил казарму, пробивает Филд, выходит Хеликс, успевает уйти, и также электростанция, скорее всего, будет сейчас потеряна. Ну и база у Бойки-то также горит. Отступают камеры, отступает также дозер. 3 здания, 4 здания осталось сейчас у Бойки. Патриоты не включаются, но энергия появляется, но не хватает этой электростанции, чтобы питать 2 Эми Патриота и оставшиеся здания. Идет распродажа патриотов на данный момент, ну и казарма также падает, пробивается. Тем временем сапплай Вивиду разделяет свои камеры Бойко, но есть у него еще 3, но они прикрывают дозер. Еще один дозер также спасается бегством справа, но есть чинуки, можно их пробовать через чинуки, мне кажется, даже уводить. Идут красногвардейцы. Слушайте, а красногвардейцы ведь с изученным захватом, почему не попробовать бы перехватить сапплаи? Идет Бойко вперед, уничтожает еще один ресурсный центр Вивиду. Что же касаемо базы, так там тоже ресурсные центры потеряны. Все, саппалтраки уничтожаются, и ставит Бойко каркасы. Минус строитель справа. Здесь работает Хеликс с Гатлингом. Аккуратно, каркас. Он может быть также потерян. Да, работает Гатлинг. Гатлинг на Хеликсе. Еще один каркас. А где же еще один дозер? Слушайте, казарма на центре также была потеряна. Слева Хаммер, а вот он каркас. И вот он дозер, и вовремя мины, между прочим, сейчас исчезли. Еще один каркас сверху. Подходит Гатлинг, минус был один Хаммер. Саппалтраки уничтожаются, пытается Бойко пробить каркас командного центра. Заходит Хеликс, и Хеликс падает, успевает Хаммер выстрелить, но Хаммер потерян. Можно уничтожать медичку, конечно же. Очень много пехоты от Вивида сейчас возвращается. Слушайте, а Бойко-то распродался. Скорее всего, Вивид хотел перехватить сапплай, но не вышло. Бойко просто сейчас распродался. Получается, что вот это единственное его здание против единственного каркаса командного центра от Вивида. И юнитов-то достаточно мало, но у Бойки еще есть строитель и 2900 флоата в запасе. Он может еще попробовать даже и развиться. Но вот Вивид — это последнее, что у него есть сейчас в активе. Хаммеры прикрывают дозер. Нужно давать еще один каркас, и срочно. И вот он как раз таки сейчас произрастает, скажем так, из земли. Подлетает чинук. Вполне возможно, Бойко хочет дозер свой спасти с помощью этого чинука, но он сразу же падает, потому что рядом стоит двухлучковый Гатлинг. Пехота гоняется за Хаммером, пытается как-то от Гатлинга отогнать эту пехоту. Еще один чинук попадает под раздачу от Гатлинга, но дозер все-таки успевает доехать до чинука, и нужно, естественно, сейчас этот дозер спасать. Каркас пока еще на месте, пока Вивид его не обнаружил. Хаммеры уходят налево, высаживается дозер, за чего пока непонятно. Дает каркас слева, все ясно, для чего это происходит, потому что здесь и красногвардейцы, Гатлинг, и все-таки видит Вивид этот, да, каркас, да, и Бойко, похоже, что его сам отменил, и дозер улетает в чинуке. А сейчас на данный момент налево к этому самому каркасу, я так понимаю, идут тем временем Хаммеры на остатки, ну как остатки, просто на пустое место. Здесь была база у Вивида, и сейчас тут пусто. Ставится казарма. У Бойки, между прочим, 4-й ранг, а это значит, что у Бойки сейчас есть в активе в повышениях снайперы, и они очень могут помочь сейчас против этой самой пехоты. Уничтожается красногвардеец, Вивид пока стережет каркас, но, видимо, все-таки решается пойти в атаку. Гатлинг слева, через центр идет пехота. У Вивида 2700 флоата, но толку от этого-то никакой, ведь нет ни одного здания, из которого можно хоть что-то заказать. Даже сапплаев нет, даже саппалтраки пригнать не получится, чтобы попробовать блокировать казарму. Ставится электростанция. Бойко, я думал, что он поставит все-таки сапплай, но он поставил казарму и вывел снайпера, скорее всего.
Хаммер тем временем ликвидировали красногвардейца. Пехота также идет через центр, а слева идет гатлинг и ракетчик. Посмотрим, что будет дальше. Садится еще один снайпер в Хаммер. Вполне возможно, что Бойко сейчас будет просто принимать бой на остатках своей базы. Работает снайпер, да, все верно. И минус пехота. И получается, что в данный момент, на данную минуту игры, Vivid становится просто бесполезен. Ликвидировать гатлинг 3 хаммерами, причем еще и Стоу, это не проблема. Кстати, а если там пехота? Там только снайперы. Хаммеры, к сожалению, пустые, но есть Hellfire дрон, есть 3 хаммера с изученным Тоу, поэтому гатлинг можно спокойно ликвидировать. Дозер отступает, но возвращается. Вполне возможно, сейчас будет пытаться ремонтировать электростанцию. Гатлинг будет бить эту электростанцию достаточно долго. А вот дозер выбьет быстро. Пехота отступает. Пехота отступает. И, кстати, ракетчики выходят из зданий, пробивают последний каркас Вивида. А это командный центр. Я так понимаю, что Бойко пытается выловить гатлинг. Тут тем временем снайпер стоит на центре. Пехота, естественно, уже не сможет подойти. И возвращается Vivid, будет пытаться ликвидировать этих самых ракетчиков. Хорошо, в принципе, они пробили. Осталось совсем немного хп на этом каркасе. Гатлинг бьет электростанцию, но дозер электростанцию чинит. Рассадил пехоту Vivid по зданиям. Идет Бойко вперед, и снайпер, естественно, начинает всю пехоту отстреливать. Все, Vivid, все. Это ГГ. Vivid, пиши GG. Все, ты проиграл. GG! Бойко побеждает! Вот такой интересный поединок получился, друзья. Бойко взял игру, размочил счет, и счет становится 5-1. Но по итогу в финале Vivid все-таки одолел Бойку со счетом 7-1. То есть эта игра была единственной, которую Бойко взял. Но согласитесь, что игра была достаточно интересной. То есть Бойко еще может, скажем так, рожать интересные реплеи. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.